Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. Сегодня мы будем делать математический планшет. Его задали в школе нашим детям. Его можно, конечно, купить в магазине, но интереснее сделать самим. Для того, чтобы его сделать, нам понадобится электролобзик, угольник строительный, можно линейку использовать, обычную школьную, карандаш, кучка обычных кнопок и сам материал. Материалом будет обычный кусочек ДСП, который раньше была полочкой в шкафу. Все есть, теперь можно приступить к работе. Для начала необходимо перенести размеры математического планшета на материал. У нас-то ДСП, поэтому с помощью угольника и линейки и острого карандаша переносим это на материал. 23 сантиметра в ширину и 23 в длину. С помощью угольника делаем прямой угол. Наводим жирно, чтобы было хорошо видно. После этого можно пилить с помощью электролобзика. Торец ДСП можно проклеить специальной полоской, которая с помощью утюга наносится на кант. Но в нашем случае я этого делать не буду, поэтому желательно оставить торцевую проклеенную уже полоску на своем месте и выпиливать с других концов, где нет такого оформления. С одной и с другой стороны. Вот такой квадратик получился. Теперь необходимо с помощью наждачной шкурки зачистить углы и срезы фанерки, чтобы не было заусениц. Теперь с помощью угольника и мягкого карандаша необходимо определиться с местоположением крепления кнопок. Для этого берем угольник, отмеряем по краю по одному и по второму по 4 сантиметра и по 1,5 сантиметра от краев, чтобы было все пропорционально. После этого берем угольник и проводим тонкую линию. Места пересечения вертикальных и горизонтальных линий будут местами крепления кнопок, которые пометим с помощью карандаша и специального маркера или фломастера. Теперь необходимо в местах пересечения линий сделать маленькие отверстия, для того чтобы кнопки плотно зашли и не выпадали. Можно использовать маленькое сверло диаметром 0,1 мм, а можно использовать обычные гвозди, которые используются для прибивания наличников, они тоненькие и подходящие. Если будем забивать кнопки непосредственно в ДСП, то при этом пластмассовая часть лопнет, и это нарушит их целостность. Поэтому этим рисковать не будем, а сразу сделаем отверстие. Берем такой гвоздик, откусываем с помощью кусачек или плоскогубцев шляпку. И в таком положении можно заправить шуруповерт. Вставляем примерно 1 сантиметр снаружи патрона. Глубина отверстия при этом будет около 5 мм. Это достаточно для того, чтобы кнопка полностью погрузилась в ДСП. Теперь наступило самое приятное занятие, это помещение кнопок в свои отверстия.
Это сможет сделать и взрослый, и ребенок. Необходимо посчитать, какие у нас кнопки есть, для того, чтобы чередовать цвета и сделать планшет более разнообразным и красивым. Необходимо определиться, как кнопки будут размещаться на планшете. Для этого их выкладываем возле каждого отверстия. В нашем случае в этой коробочке кнопки не кратные 6, нет 6 цветов, поэтому 2 ряда будет белых. Сначала выставляем 2 ряда белыми кнопками. Заходят они хорошо, плотно, и всегда можно будет поменять местами, если что-то будет не так в школе. С одной и с другой стороны. Здесь одно отверстие я еще не досверлил. Теперь здесь идет у нас зеленый, розовый, фиолетовый, синий. Для того, чтобы было все необычно, начинаем волной менять эти цвета. Соответственно, зеленый смещается на одну, вправо, а синий выходит вперед. Таким образом повторяем ту же самую стратегию, что была в порядке очередности. Осталось просверлить последнее отверстие, и планшет будет готов. И заканчиваем белым цветом. Итак, планшет готов для учебы. Теперь осталось постирать линии карандаша с помощью мягкой мокрой тряпочки и отдать детям на учебу. Обычная тряпочка влажная очень хорошо вытирает карандаш. Если не получится тряпочкой влажной вытереть эти полосы, можно взять обычную стирательную школьную резинку и вытереть их окончательно. Таким образом, математический планшет готов для учеников. Его можно проверить, поместив ребром вперед и посмотреть прямоту рядов. Должны совпадать ряды как с одной, так и с другой стороны, так и по диагонали. Вот видно, что ряды совпадают полностью. В любом случае, для ребенка этот планшет будет приятнее и познавательнее, чем купленный в магазине, потому что он сделан с любовью и душой. Вы были на канале Дело мастера боится, смотрели видео о том, как сделать математический планшет своими руками. Ставьте лайки, пишите замечательные комментарии, будьте с нами. Всем пока!